И да, подпишись на канал. И про лайк не забудь. Так, сейчас залетаем. Будем пробовать играть на магах. Давно на магах не играли. Насколько это жестко, не знаю. Вдруг получится что-нибудь жесткое собрать. Потому что маги, они сами по себе, конечно, сильные. Но главное, чтобы способности были хорошие. И много золота было. Это главное. Успел кулспрей забанить. Так. Мультикаст. Но с него такой себе маг. Прирост интеллекта 0. Джакира. Что на Джакира не хочется. Атакует обеими головами одновременно. На каждую атаку наносит меньше дэмэджа. Не, ну вообще можно попробовать, конечно. Типа Джакира. Джакира через скорость атаки. Блин, ну это будет как будто, блин, ты хочешь поиграть на магии, и в итоге переобулся такой, ну ладно, пускай будет виза. Но вообще, конечно, прикольно, когда у тебя есть скорость атаки. Масло. Каждая атака накладывает один эффект стики напалма. Не, ну вообще, конечно, интересно. Что-то я не хочу брать Infernal Blade. Сама по себе способность вроде прикольная, но не интересная. А как мне разогнаться по скорости атаки быстро? Что у меня минус 28? А, это за счет таланта. Оно теперь, получается, всегда мне будет резать дэмэдж. Но вообще, как бы, если разогнаться по скорости и накидывать эффекты на палмы, звучит жестко. Это же получается, что у меня 2000 вылетает, то можно взять тот же Twin Strike, допустим, которого нет. Можно взять Берсеркер. Там есть интервал атаки. Essence Shift. Не знаю зачем, но пускай будет. Ничего себе, а это вообще нормально? А почему? Блин, тут только осталось найти талант на Берсеркер. На анимацию. Найти нейтралку на анимацию. И, соответственно, взять просто свирепость. И все, и погнали. Скорость атаки будет в любом случае большая. Потому что герой атакует сразу двумя головами, и у тебя скорость атаки увеличивается как будто вдвое. А если добавить это, разбавить это модификатором атаки, то это сильно. У нас 3 ролла. Нужна ли здесь макропира? Если мы физ, то скорее нет. Сплитшот. А, пускай. На крепочках можно с огонивом воровать ловкость у всех. Да как вы так башите, блин? Сучки не пробиваются, что-то дэмэджа вообще 0. А, у меня 0 урона. Серьезно, у меня под сплитшотом 0 дэмэджа. А, ну да, у меня же получается здесь уменьшение урона 50% и здесь уменьшение урона 50%. А, нет, тут не уменьшение урона, тут просто урон 50%, поэтому оно не стакается, а... Офигеть. И у меня урон просто в 0 уходит. Жестко. На трек работает рефреш. Нормально он там набрал.
Алло, на трек работает рефрешер, ребята. Да. Спасибо, Два заряда спасибо, восстанавливает. спасибо тебе большое, добрый человек. Те б такие добрые были. Ой-ой-ой, изи. Герой атакует обеими головами одновременно, но каждая атака носит меньше дэмэджа. И это работает как отдельный источник дэмэджа? Вы серьезно? Бля, при включении армлета у меня минус 8. Почему минус 8? У меня же минус 50% дэмэджа. Что-то непонятно. Ладно. Нет, а с этим все равно 0 дэмэджа. Блин, ну тут с левелом прокачки будет у нас, по крайней мере, хотя бы снижаться 20% дэмэджа. А не так вот просто бам, и у меня 0 урона с руки. С другой стороны, за счет 0 урона я могу стакать и сеншифт. Типа я не дамажу, сеншифт стака, но с другой стороны это ловкость. У меня ловкость не добавляет ничего, только броню и скорость стаки. Дальность атаки. Worst mysteries of the impurities veil. О, даже плюс дэмэдж. Это прикольно. Так, скорость атаки есть. Да, здесь осталось только по скорости атаки разогнаться. Брать магический вампиризм, я так понимаю, придется, потому что физика, ну хотя с другой стороны я могу и физический вампиризм взять, и магический. А можно просто взять себе этот вампиризм. А здесь взять магический вампиризм. Я думаю, будет нормально. Вот эту скорость стаки еще хорошо баши будут залетать прям нормально. 60% урона, 90 минус 70. Нормально. Я вот думаю, нахера ему Магус? Честно. А, там сосалка. Но тут станчик. Сука. Чуть-чуть. By the Zark, that I might learn what worse mysteries the impurities veil. Фига он там набрал. А, у нас кес топовый чел, да? 2400. Бам-бам-бам-бам, вот это башень. А как это выигрывать? По-моему, это сложно будет выиграть. Там просто триллион башей. Бля.
Ух, ё-моё. Нормально. Хорошо. Это там дэмэдж залетает. Так, у нас здесь 55 крону. Вампиризм с заклинаниями 18%. Плюс 250 хп. Нам нужна скорость атаки. Здесь получается, что если я режу себе дэмэдж на 20%, здесь на 50%, то мне здесь логично просто модификатор атаки и погнали. Такие как вот Crawl Stars. Еще сверху что-нибудь магическое. Здесь каждая атака накладывает один. Каждая вторая атака накладывает. А у меня каждая атака, потому что у меня одна тычка делает 2 тычки. Жесть. Это прям сильно. Блин, ну Untouchable, конечно, сильная штука. Так, возьмем вампиризм. Пригодится. Хотя, с другой стороны, если мы будем резать дэмэдж... Ну, у нас как бы дэмэдж по-любому будет, если мы будем прокачивать интеллект. Однозначно. Да, это жестко. Анимация, блин, еще true форма, которая добавляет и броню, и хп, и офигеть, и сопротивление магии. Да, это жестко. Да, испарилась. Что он делает? А, он трек накидывал. Я лагать жестко будет, напевно. Ну, я думаю, здесь логично, кто выиграет. Там какой-то, я не знаю, набор дерьма, серьезно. Это называется тактика. Я набрал дерьма и радуюсь этому. Так, а сколько нам? Сколько нам ПТшка даст скорости атаки? 0.29, 0.27. Но как-то немного. Или в силу лучше пойти. А, даже нет, я думал, под интеллектом 0.29, это под силу 0.30. Ну так хотя бы 4000 хп. Это приятнее. У нас будет 30 к интеллекту. Плюс 100% крон дальности Dual Breeze. Dual Breeze мне не нужен. Мы бьем с руки. Все остальное бесполезно. Макарбера тоже не нужна. Башки какие-нибудь взять по-любому. 100% нужны баши.
Ты хочешь, не хочешь, если ты бьешь с руки, то тебе по-любому нужно брать баши. Любые. Это серьезно, просто любые. Блин, там сосалка, он может выиграть. Нет, он просто стоит в ФК, что? Он мог нажать кнопку, а он стоял в ФК. Он смотрит, насколько сильно работают кнопки или что? Он типа набрал такой, ну, у меня челы, у меня имба. Все, вам крышка. В итоге просто сливается. Интересно, прокачал 30 к интеллекту, и урон наоборот упал. Как это работает? Сколько? 0.15 скорость атаки. Приятно. Блин, ну там дэмэджа просто 3 акс будет. Он же всех вынесет. Анимация, фокус, баши. Как это выигрывать, я честно не знаю. В любом случае броня нужна. Миллиард брони нужно. Это же получается, что если я куплю агоним, здесь написано вызывает эффекты атаки, можно накладывать на дополнительные цели, то шард от масла будет икидываться за счет агонима по всем и будет перестакиваться, и будет миллиард урона. Блин. Как говорится, очень интересно, но нифига не понятно. Но эффекты накидываются довольно быстро. Интересно будет, как будет с агонимом. Блин, 400 регена, как это пробить? Нормально хп так. По-моему, оно не должно уменьшаться. Как будто. Чего? Он сдох? Как? А, тут 600 урона. Откуда 600 урона? Дизолятор? Да ты чё? Он взял дизолятор. Серьезно. Каждый уровень повышает урон, который он его подконтрольные существа носит нейтральным крипам на 1%. Не, ну прикольно, конечно, но не то. Так, вот здесь прям интересно. Тоже быстрее закончить. Мамочки мои, вот это тычки. Нормально. Так, вампиризм. И Порман Шилд, да? Ладно, пускай будет Порман Шилд, потому что это хотя бы блок дэмэджа.
Неприятно, что учил Untouch был. То есть он по-любому режет скорость атаки. Жестко. У меня, кстати, нет, по-моему, такой ауры, как у него. Я эти ауры не получал. А что он творит, я не понимаю. Что ты творишь? Ты просто ничего не нажал? Не, ну вообще как бы понятно, что тут Виндран, Стонгейс. Ты бы хотя бы кнопки нажми какие-то. Походу он ничего не нажал. Правильно, зачем их нажимать? Нормально там настакивается. 30 тысяч урона стики на палм. Офигеть. Вот этот дэмэдж. Так, смотрим с Аганимом. Блин, 30 тысяч урона с стики на палм, это жестко. О, а вот это уже поприятней. Да что вас... Я вообще не в курсах, что происходит. Ну да, дэмэджа много, но... Да он банально просто нажимает... ГОСТ уже живет. Нажимает Хекс, живет. Нет, они этого не делают. 7800. Тут же получается, что стики на палм каждый раз стакаются. И просто добавляют настолько много дэмэджа, что я даже боюсь представить. Жестко. Он дает сопротивление эффектам? Сопротивление замедлением? Ну, допустим. Блин, он не пробивает ее, она хилится. Ладно, пробил. А что он так сильно хилится? А, вампиризм. Допустим. Не сегодня. Я вот думаю, а что мне здесь сверху еще добавить? Какой модификатор атаки? Серьезно, что можно приобрести здесь, что добавит мне профита? Я даже не знаю. Не, Кеза, конечно, не выиграет, там просто триллион урона. Там нужно было булвар какой-нибудь искать хотя бы, чтобы он не так сильно пробивал.
Но скорости пока у нас маловато, конечно. Надо еще... Да еще скорости. Бабочку бессмысленно брать. Диффуза. Мне кажется, диффуза будут бессмысленны. Так, минус базовый интервал атаки. Это хорошо. 0,16. Но это минус 8. Ну, даже минус 8 норм пойдет. Ладно, давайте посмотрим, что там 6-я способность. Дуэль нам точно не нужна. Нафига нам дэмэдж? У нас магический урон. Но эссеншип не хочется убирать, потому что это стак. Стак брони, стак скорости атаки. Это прикольно. Это воровство статов. Это интересно. Давайте поищем что-нибудь. Нифига себе. Так можно было? Ё-моё. Он еще ему дэмэдж подарит, да? А, не успел. Реинкарнация, Стонгейс. По-моему, Стонгейс хороший вариант. Осталось просто в интеллект идти, походу. В скорость атаки. Нифига себе, там нормально. Жестко. Какой-нибудь МКБ. Начинается. Блин, я ж просто не попаду по нему. Я не могу ничего сделать, просто ничего, он башит бесконечно. Я даже забашить его не смог. Нет, это нереально убить. Там даже Стонгейс не помогает вообще, просто ноль. Реально, Стонгейс просто ноль делает вообще. Мне интересно, почему Стонгейс не сработал? А, ну там Enrage. Ну да. Тогда надо что другое искать, потому что Стонгейс бесполезен. На крипах он ничего не делает. Тут еще неприятный факт, то что он меня бьет, и я ничего сделать не могу вообще. То есть вот эти баши, они бесконечные. А плюс Untouchable, который... Интересно, это можно отключить? Можно развеять сильным развеиванием. Походу нет. For years to
Тут как будто веха на вампиризм бесполезна. Надо брать урон. Она реально бесполезна. Она ничего не делает. Ноль урона? Что? Чего, блядь? А что сегодня вообще? Почему мне вечно не везет? Ты находишь вроде неплохие способности под определенную страту, и в итоге просто ничего не можешь вообще. Он не пробивается абсолютно. Не, ну Ice Blast, конечно, имба. Да. Но, по-моему, это как-то чересчур сильно. Нет? Как-то слишком. Просто нереально. Неадекватно сильно. Я даже не думал, что будет настолько сильно. То есть ты просто не пробиваешь. А мало того, что ты не отхиливаешься, ты не живешь. Иди от него, ёбаный рот. И самое что обидно, что... А, он проиграл? Серьезно? Самое интересное, что эффект Ice Blast не развеять. Так, интервал атаки пойдет. БКБшка. Ну, пускай будет БКБшка, не знаю. Надо глянуть, какая у меня сейчас скорость атаки под берсеркером. Потому что у меня здесь предоставляет 40% скорости атаки. У меня максимальное снижение анимации сейчас. .10. Ну как там? Я думал, будет поинтереснее. Я думал, будет 0.7. Здесь плохо то, что он нажимает БКБ, и этот нажимает БКБ. А БКБ я не бью, потому что у меня урона нет. Просто нет урона. Хотя антач был, конечно, это прям хрень какая-то. Я реально еле бью. Там еще какие-то баши, я не понял. А, там баши, бары, прикольно. Жалко, что у меня прям нет большой скорости атаки.
Пока что только 498. То есть, если взять вот его, у него уже 1000. А, там нормально, там 700 ловкости. Ну, так, такое не пробьешь. Если ты будешь постоянно отхиливаться. Попробовать заменить Стонгейс. Потому что реально от него смысла не так уж и много. Тем более на крипах он ничего не делает. Это мультикаст. Ха, лол. Блин, боюсь, дракон мне ничего не даст. Начинается. Блин, ну это ближник. Он, конечно, добавляет броню, но это ближник. Не вижу смысла в ближнике. Можно истощение накладывать. А, вообще ничего, просто ноль. Там тем более еще обратка нажимается, БКБшку я не переложил. Попадать каким-то чудом надо, урона 0. А когда ты берешь и разнообразиваешь свой геймплей для того, чтобы было интересно, для того, чтобы было прикольно, вот это классно. А когда ты просто постоянно берешь себе, ну, банально хорошего героя, допустим, если ты выпал нормальный герой, с хорошими скиллами, тебе падают неплохие подсейвы, тебе падает просто фокус, и ты берешь себе, ну, того же воина, и все, и ты выигрываешь. Не, ну вообще прикольно, конечно, то, что оно накладывает истощение, но как будто бесполезно. Реально. Я что? А, там Dreamcoil, я думал, что это такое вообще? Интересно, а если это взять? Ну тут урон по иллюзиям 300%. И на иллюзии не работает берсеркер. Да, на иллюзии не работает берсеркер. Не, ну вообще, конечно, прикольный билд в том плане, то, что ты разгоняешься по скорости атаки, у тебя есть модификатора, ты очень быстро бьешь, плюс берсеркер, который добавляет тебе еще больше скорости атаки. Это интересно. Плюс он также добавляет тебе вампиризма. Так, ну здесь интервал атаки нет, поэтому бесполезно.
Вот тоже, да, вот у нее дэмэджа нет. Но крипы ее не пробивают. Взять себе Guardian Angel. Три голды ставлю на Джекира. Not bad, not bad. Нет, там слишком большая скорость атаки, просто нереально. Кстати, скорость атаки увеличивается. Shift на стаке, причем очень довольно быстро. И скорость атаки добавляется. Прикольно. Блин, ненавижу в этой игре гореть. Вот серьезно, ненавижу. Хотя в этой игре гореть это нормально. Потому что здесь бывает настолько непонятно и просто бред происходит. Либо, допустим, там денег не хватает, либо еще какая-то хрень, либо способности говнище, либо у противника слишком хорошо. У тебя, например, там, допустим, хороший билд, ты не можешь его выиграть, потому что у него контрпик. Ну или контрбилд. Как это объяснить, не знаю, неважно. Короче, просто-напросто, банально, вот как это пробить? У него же идеально все. $50 000 урона, нормально. Не, ну допустим, если я буду постоянно его бить, он меня не будет пробивать, тогда я пробью, да, но я его не пробью. Мне не хватит урона. Мне и живучести не хватит, я просто умру. Нормально. По соло цели 50 000 дэмэджа. Блин. Это жесть. Нормально. Честно, как это выиграть вот сейчас, я вообще хз. Просто не знаю. Без понятия просто. А, даже так. Прикольно. Блин, она башит просто как бог. Нормально.
0,08. А, серьезно? Так у меня получается тут скорость атаки нужно разгонять и разгонять. Ну да, получается. Потому что у меня базовая скорость атаки слабая. Да чтоб тебя, почему опять я? Не, он не умирает. 2 hours later. В этой игре существует... Каким-то чудом прошла. Sorry, Mortimer. Жил до конца, умер как герой. Чем он себя шотнул? А. Бывает. Это невозможно выиграть. Тут ГГ. Линка эту хуйню не контр. Там реально, там просто ГГ. Фокус. Я его не убил. А, нереально. Не, ну физики жестко. Просто нереально. Ну мне скиллы заебачие выпали, хуй знает. У меня герой слабый. Билд прикольный, но герой слабый. Был бы у тебя послабее герой, я бы выиграл. Изи причем. У меня билд шикарный, лучше, чем твой. Ну баша, да, баша имба. У меня У меня билд серьезно лучше, чем твой. Он поинтереснее, он поприкольнее. То есть такой себе, типа, Да, ну зашел, разъебал и все. твой билд, блядь, ломает ебаную карту. Ну, серьезно, просто зашел, взял фокус и разъебаешь. Хорошие способности. Ну да. Изи, прощай и не выебайся. Да ладно, ГГ.